Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала вот эту салфетку спицами. Значит, использовала спицы 2 миллиметра. Пряжа Денди. Это мерцеризованный стопроцентный хлопок. Почему я ее решила связать? Схему мне прислали из другой страны и попросили рассказать некоторые обозначения, которые не понимают. Поэтому я решила связать и объяснить. Может быть, кому-нибудь и пригодится. Так, вязать салфетку буду по этой схеме. Качество не особо удачное, но какую схему мне прислали, с той буду работать. Я буду вязать и параллельно рассказывать некоторые нюансы. Допустим, почему нет 5-го ряда вот здесь? Что обозначают вот эти надписи, вот эти, вот это, как они вяжутся. И буду попутно рассказывать про условные обозначения. Так, вот здесь в первом ряду одна лицевая. Но здесь пишут, что в первом ряду, круговом, в первом круге, 8 петель. То есть нужно набрать 8 петель. В кольцо амигуруми мы должны набрать 8 петель. Так, одна. Провязываем. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Стягиваем кольцо. И эти 8 петель мы должны по 2 петли разделить на 4 спицы. Распределила я на 4 спицы, это мы провязали первый ряд. Второй ряд и все четные вяжем лицевыми петлями. Смотрим третий ряд. В третьем ряду у нас в одном раппорте 2 петли. Накид и лицевая скрещенная. Итак, третий ряд. Накид, лицевая скрещенная за заднюю полупетлю. Это один раппорт. И опять накид, лицевая скрещенная за заднюю полупетлю.
То есть на одной спице у вас два раппорта. Вот один, и это второй. Опять накид. Лицевая скрещенная. Накид. Лицевая скрещенная. Итак, еще довязываем 2 спицы. 4-й ряд, как я говорила, все четные, вяжем лицевыми петлями. И так вяжем по кругу. На каждой спице по 2 раппорта. 5-го ряда здесь нет в обозначениях. Значит, 5-й и четный 6-й ряд мы должны вязать лицевыми петлями. Причем я после каждого раппорта ставлю маркеры. Так, маркеры можно сделать самостоятельно. Есть они магазинные, но они теряются. Я беру трубочки для коктейля, я уже это показывала. И ножницами нарезаю колечки. Широкие не нужно делать. И так нарезаете. Вот, у меня уже есть. Значит, что мы должны сделать? Вяжем 5-й ряд. Вот видите, фокусное расстояние меняется, поэтому я схему убираю. Поэтому что мы делаем? Провязываем 2 петли. 5-й ряд. 2 петли. Раппорт. Ставим маркер. Сюда маркер не нужен, потому что он свалится. Опять 2 петли. Ставим маркер. И так вяжем еще 2 спицы. Вяжем 6-й ряд, он у нас четный, все петли лицевые. Вот это у нас 1-я спица. Чтобы ее обозначить, мы поставим маркер другого цвета. Значит, 6-й ряд вяжем все петли лицевые. Вот этот желтый убираем. На его место ставим красный. Это 1-я спица. Все, и так вяжем по кругу. Теперь нам нужно вязать с вами 7-й ряд. Здесь такое обозначение. 1 петля М. То есть мы должны 1 петлю с левой спицы перебросить на правую. И только после этого начнется раппорт. Вот это обозначение, это двойной накид. Это вы уже знаете. Скрещенная лицевая. Опять двойной накид, треугольник закрашенный.
3 петли вместе. Мы в 7 ряду 1 петлю провязываем и не трогаем ее. Раппорт начнется со следующей петли, вот с этой. Так, у нас по схеме двойной накид. И затем скрещенная лицевая. Опять двойной накид. 3 петли вместе. У нас раппорт сдвинется за счет того, что мы 1 петлю перебросили. Значит, мы должны отсюда 1 петлю взять и провязать 3 петли вместе, чтобы вторая была сверху. Значит, мы что делаем? 2 петли снимаем, провязываем лицевую и на нее надеваем 2 снятые. Двойной накид, 1 скрещенная, двойной накид, 3 петли вместе. Раппорт закончен. Вот он, только когда заканчивается. И ставим красную. Дальше у нас опять повторяем. Двойной накид, лицевая скрещенная, двойной накид, 3 петли вместе. Маркер снимаем. 2 петли снимаем. Одну берем с другой спицы. Ее провязываем лицевой. И на нее надеваем 2 снятые. И так довязываем. Последняя спица. Двойной накид. Лицевая скрещенная. Маркер убираем. Опять двойной накид. И вот то, что мы перебрасывали 1 петлю, вот она. 3 петли мы должны провязать вместе. А дальше на первой спице у нас двойной накид. Две снимаем. 1 провязываем. И на нее надеваем. Так, это мы с вами провязали 7 ряд. Ну, этот маркер свалится однозначно. 8 ряд. Вяжем двойные накиды, провязываем 1 лицевой, 1 петлю изнаночной. Затем лицевая,
Опять двойной накид, провязываем лицевой и изнаночный. Изнаночные петли вяжите как привыкли, хоть бабушкиным методом, хоть классическим. Так, теперь с вами будем вязать 9 ряд. Значит, здесь мы одну петлю будем переносить, провяжем ее и перенесем на правую спицу, с левой на правую. Вот, видите, стрелка. Здесь что хочу отметить. Лицевая, скрещенная лицевая, двойной накид, здесь стоит тройка, значит 3 лицевых петли и двойной накид. Итак, 9 ряд. Значит, одну петлю мы провязываем. Все, оставляем ее. И раппорт начинается со следующих петель. Провязываем одну лицевую. Вот у нас раппорт пошел. Одну лицевой скрещенной, значит, за заднюю полупетлю. Опять лицевая. Двойной накид. Видите, двойной накид как раз получается вот здесь над отверстием. 3 лицевые. У нас здесь только 2. Мы же одну петлю забрали. Значит, 3 лицевые. 1, 2, 3 берем отсюда со следующей спицы, то есть мы сдвинули все, и двойной накид. Так, вот этот двойной накид в конце спицы не теряйте. Давайте еще один раз провяжем раппорт. Значит, лицевая, лицевая скрещенная, то есть за заднюю полупетлю, опять лицевая, двойной накид как раз над отверстием попадает. Далее 3 лицевых, 2 провязываем здесь, одну берем со следующей спицы и в конце двойной накид. На каждой спице должно быть 10 петель. Вяжем 11 ряд. 3 петли вместе, двойной накид, лицевая скрещенная, двойной накид, 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо, двойной накид, скрещенная, двойной накид. Вот сейчас этот ряд и будем вязать. Вяжем 11 ряд. 3 петли вместе, 2 петли снимаем, 1 провязываем лицевой, на нее надеваем 2 снятые. Двойной накид, 1 скрещенная за заднюю полупетлю. Опять двойной накид, 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Я показываю, как я вяжу, а вы
увяжите, как привыкли. То есть я одну петлю снимаю, вот тут двойной накид не теряйте. Следующую провязываю и на нее надеваю снятую. Вот, дальше у нас лицевая будет. Вот, видите, куда она попадает? Вот, лицевая. 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо. Двойной накид, лицевая скрещенная, двойной накид. Раппорт закончен. Опять повторю. В конце спицы двойной накид не теряйте. В 11 ряду на каждой спице, то есть в одном раппорте, 14 петель. Вяжем 13 ряд. Лицевая скрещенная. Двойной накид. 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Одна лицевая. 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо. Двойной накид. 3 петли вместе. Две снимаю, одну провязываю и на нее надеваю 2 снятые. Двойной накид, 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Лицевая, 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо. Двойной накид. Раппорт закончен. На одной спице в 13 ряду 16 петель. В 15 ряду мы должны с левой спицы провязать 2 петли, оставить на правой. И только после этого начнется раппорт. Значит, как вяжется? Двойной накид, 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо, двойной накид, и вот здесь тройка стоит, здесь должно быть 3 лицевых. Итак, вяжем 15 ряд. Как у нас по схеме, мы должны 2 петли с левой спицы перенести на правую. Вот мы их провязываем. Все. И теперь только начинаем вязать раппорт. Двойной накид. 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Лицевая. 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо.
двойной накид, 3 лицевые, раппорт закончен. Чтобы не ошибиться, это у меня первая спица, я сюда поставлю маркер. И опять вяжем двойной накид, 2 петли лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, двойной накид, и должно быть 3 лицевых. Мы же 2 убрали, значит мы теперь с этой спицы добавим 2 петли. Раппорт закончен. Значит, в каждом раппорте 10 петель. Закончила я 16 ряд и будем вязать с вами 17. В 17 ряду 2 петли провязываем лицевыми с левой спицы на правую и оставляем. И только после этого начинается раппорт. Значит, эти обозначения вы уже знаете. Двойной накид, 3 петли вместе, двойной накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Здесь 3 лицевые. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, двойной накид, 3 вместе, двойной накид. 3 лицевые, накид, скрещенная, накид, 3 лицевые. Итак, вяжем 17 ряд. 2 петли провяжем, оставим на правой спице, и только после этого у нас начнется раппорт. Все. Теперь начинаем раппорт вязать. Двойной накид. Далее 3 петли вместе. 2 снимаем, 1 провязываем и на нее надеваем 2 снятые. Далее опять двойной накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. 1 снимаю, 2 провязываю и на нее надеваю снятую. 3 лицевые, вот они. Но у нас раппорт не закончен. Значит, мы этот маркер убираем. Далее вяжем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Двойной накид. 3 петли вместе. Двойной накид, 3 лицевые. Накид, скрещенная,
накид, 3 лицевые. Одну провязываем с этой спицы, две провязываем со следующей. Раппорт закончен. То есть раппорт вмещается только на одну спицу. В 17 ряду на каждой спице в каждом раппорте 24 петли. Смотрим 19 ряд. Обозначения мы уже все знаем, помним. Значит, в 19 ряду 2 петли с левой спицы провязанными переносятся на правую спицу. И только после этого начинается раппорт. Так, я, чтобы не ошибиться, на первую спицу, на первый раппорт поставлю маркер. Я буду знать, что у меня здесь первая, вторая, третья, четвертая. 19 ряд. 2 петли провязываем и оставляем на правой спице. И вот сейчас начинается раппорт. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Один раз. И еще раз. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. И еще раз 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Двойной накид. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Одна лицевая. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Двойной накид. 3 лицевые. Двойной накид. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Значит, мы 2 петли берем отсюда. Двойной накид. Это один раппорт. В 19 ряду у вас должно быть на каждой спице 24 петли.